Гробницу построили для царицы и запечатали на 2000 лет. Внутри нашли кости ребенка, которого у нее никогда не было. Печать вскрыли, и правда удивила всех. Ее настоящую могилу не нашли. Александрийский дворец стоял на известняке и соленом воздухе. 2 века власти Птолемеев. Брак между братом и сестрой здесь не считался позором. Это закон, заведенный поколениями раньше и так и не отмененный. 1 корона, 1 алтарь, 1 кровь, замыкающаяся на себе из поколения в поколение, на тронах, созданных именно для этого. Царь женился и через неделю убил свою жену, уверенный, что корона все простит. Толпа, которая еще недавно обожала его, разорвала его на улице через несколько дней. Его перстень нашли разбитым, доказательство, что здесь убийство было способом передать трон из поколения в поколение. В этой семье родилась девочка, и для нее готовили образование настоящей правительницы. Греческая риторика, бесконечные свитки библиотеки, языки, которые не учил больше никто из Птолемеев. За стенами дворца Нил поднимался и опускался, как всегда, равнодушно. А ее отец уже тонул в долгах перед Римом. Долгах, которые скоро будут стоить семье трона. Когда Александрия отвернулась от ее отца, он бежал в изгнание. И трон тут же заняла ее сестра Береника. Римские наемники вернули его на трон через 2 года. Через несколько дней Беренику казнили по приказу собственного отца. Клеопатра была почти подростком и уже понимала правила этой семьи. Потерять трон значит потерять жизнь. Завещание отца называло ее и 11-летнего брата совместными наследниками, соправителями и по закону мужем и женой. Чиновники читали документ перед молчаливым двором, пока слуги одевали мальчика в регалии, смысл которых он едва понимал. Через несколько недель 2 пустых трона снова были заняты 2 детьми, формально женатыми. Клеопатра наблюдала с края двора. Спокойная, расчетливая, уже понимающая, что корону на голове брата держит чужая рука. Евнух Потин полностью контролировал мальчика, говоря через него с собравшимися чиновниками. А на столе рядом лежал наполовину прочитанный свиток. Печать уже сломана, но решение еще не принято. Через несколько месяцев в документах стало появляться только одно имя – ее. Писцы не знали, чье имя писать рядом. Она обращалась к двору сама, и трон рядом с ней демонстративно пустовал. В храме выше по Нилу мастера вырезали ее титулы в камне. Одни, словно брата, никогда не существовало. Потин и его союзники начали совещаться в тени, чувствуя, как власть уходит от мальчика, которого они контролировали. Ее лицо уже было на монетах, переходящих из рук в руки по всему городу. Брат наблюдал из дверных проемов, незамеченный. Одна тень на стене стала больше другой. Чей это был трон в самом деле? Нил продолжал подниматься и опускаться, равнодушный к тронам. 2 венца из святилища больше не соприкасались, разведенные в стороны, будто сам брак тихо закончился. У окна над гаванью она сделала свой выбор – одна. Что происходит с человеком, который растет в семье, где брат убивает сестру, а отец – собственную дочь? Потин действовал первым. Стражники закрыли перед ней дворцовые ворота, и Клеопатра, царица по воле собственного отца, оказалась запертой за пределами своей столицы. Она не стала просить. Она поехала к восточной границе в Пелусий и начала собирать собственную армию из солдат, готовых поверить женщине. У походного костра на границе она обращалась к солдатам, которые еще никогда не клялись верности женщине. Она платила им, набирала их, вооружала всем, что еще могла дать казна. Через несколько недель там, где был только песок, стоял настоящий лагерь. А где-то на восковой табличке кто-то уже считал дни ее изгнания. Тем временем к этому же берегу плыл разбитый римский полководец Помпей, искавший убежище от своего соперника Цезаря.
Советники Птолемея увидели в нем не гостя, а возможность, взвешивая его жизнь против благосклонности будущего победителя. Они улыбались, когда он сходил на берег, а под чьим-то плащом уже ждал клинок. Помпея убили на берегу, а его голову отправили Цезарю как подарок. Попытку завоевать расположение будущего победителя. Это не сработало. Цезарь посмотрел на подарок с отвращением, а не благодарностью, и приказал похоронить старого соперника с почестями, одного на тихом берегу, далеко от города, который его убил. Цезарь попытался устроить мир, предложив двум младшим детям царской семьи собственное царство на Кипре. Удобное решение, убирающее их из борьбы за египетский трон. Один из них не пожелал тихо исчезнуть в этом соглашении. Ночью Арсиная выскользнула из дворца с одним верным слугой, выбрав осажденный город вместо тихого острова. Она объявила себя царицей перед собственными солдатами, и они склонились, присягнув девушке, едва вышедшей из подросткового возраста. Ее союзник Ганимед быстро устранил любого командира соперника на своем пути. Через несколько дней сама Александрия была забаррикадирована. Город воюет с собственной семьей. На улице уже было не разобрать, чья это упавшая эмблема. Наконец прибыло подкрепление Цезаря, и силы Птолемея дрогнули за считанные часы, бросившись к реке. 13-летний царь побежал к берегу, забравшись в уже перегруженную лодку, которую солдаты в панике толкали от берега. Она перевернулась почти сразу, утянутая вниз весом его собственных доспехов. Они искали на берегу до самых сумерек и нашли в грязи только один позолоченный сандалий. Ни тела, ни короны. Птолемею XIII было 13, когда его забрал Нил, первый из братьев и сестер Клеопатры, погибший за этот трон, но не последний. Даже сам Цезарь в своих записках почти не упоминает, как это случилось. Клеопатра приняла эту новость без видимого горя и уже через несколько недель посадила рядом с собой на трон оставшегося брата, теперь 12-летнего, лишь номинально. Трон, как оказывается, редко остается пустым надолго. Кто-то всегда садится на его место, и кто-то другой всегда решает, кто это будет. В Риме Арсинию провели по улицам в цепях, заставив идти позади горящего макета того самого маяка, который она когда-то защищала собственными солдатами. Толпа, пришедшая ее унижать, вместо этого с удивлением смотрела на девушку, которая отказывалась сломаться. По обычаю, ее должны были задушить сразу после триумфа, как делали с пленниками до нее, поколениями. Цезарь пощадил ее. Не из милосердия, скорее из расчета насчет настроений в Риме. Ее отправили в изгнание в храм Артемиды в Эфесе, одно из чудес света, и велели тихо исчезнуть в его тени. 4 года спустя Цезаря убили. Собственные сенаторы закололи его прямо в зале Римского сената. На другом конце света, в тихой детской в Александрии, этот шум пока не долетел. Но он долетит через несколько дней с одним измученным гонцом через море. Через несколько месяцев Птолемей XIV, последний живой брат Клеопатры, заболел и умер без всякого предупреждения, которое кто-то посчитал бы нужным записать. Ни один древний источник точно не знает как. Большинство просто предполагали яд и ее руку за этим. А на троне, где только что стерли имя брата, уже сидел ее младенец-сын. В Тарс она прибыла на позолоченной барке, созданной для того, чтобы ее заметили. И это сработало. Римские офицеры стояли на пристани, не находя слов. Дальше было не столько романтикой, сколько театром. Роскошь как оружие против человека, чью армию ей нужно было заполучить куда больше, чем его чувства. Она убедила Антония, что никогда не помогала убийцам Цезаря. Но где-то в этом же разговоре всплыло имя сестры.
Все еще живой, все еще в Эфесе, все еще в глазах Клеопатры незавершенным делом. Через несколько дней ушло запечатанное письмо с курьером, который не подозревал, чего оно будет стоить. В Эфесе Арсиная ничего об этом не знала. За целое море от двора, который только что решил ее судьбу. Она просто жила, раскладывала свои немногие вещи, не подозревая, что у ворот храма уже стоят вооруженные люди. Жрец, когда-то встречавший ее как царицу, замешкался у двери, прекрасно понимая, зачем они пришли. Ее вывели на ступени храма средь бела дня, и она шла туда сама, не позволяя себя тащить как преступницу. О том, что случилось дальше, историки не задерживаются надолго. После остался только жрец, один, на коленях на мраморе, в тишине, которую он сам не выбирал. По римским меркам это было святотатством. Убийство внутри святилища, на земле, которую ни один солдат не должен был трогать. Единственным наказанным оказался жрец, который ее встречал. И его простили только после того, как сам Эфес лично умолял об этом Клеопатру. 3 братьев и сестры не было больше. Трон остался один, который целиком ее. Нилу было все равно, как и ее истории, долгое время после этого. Но где-то в тихой комнате при свете одной лампы кто-то был готов заметить то, о чем 2000 лет никто не спрашивал. Это гробница из начала. В 2025 году ее, наконец, вскрыли. Кости внутри принадлежали мальчику, не царице. Ее настоящую могилу так и не нашли.